Всем привет! Сегодня предлагаю 4 очень интересных и вкусных салата на новогодний или рождественский стол. Каждый салат просто будет фаворитом на столе, и гости останутся в восторге. И первый нежный, воздушный и очень вкусный лебединый пух. Для начала нам нужно замариновать одну луковицу. У меня сегодня вот такая вот салатная розовая, она более сладкая. Ее нужно будет нарезать на четверть кольца не слишком большими полосками. Полностью весь нарезанный лук перекладываем в любую глубокую тарелку. К луку добавляем примерно половину столовой ложки соли, 1 столовую ложку сахара. И сюда же в эту тарелку к луку нужно будет добавить 3 столовые ложки обыкновенного 9% уксуса. Ну а затем вот это все, что есть в тарелке, нужно залить кипятком таким образом, чтобы полностью весь лук хорошо погрузился в воду. Берем ложку, хорошо все перемешиваем, чтобы сахар и соль растворились полностью, и отставляем все в сторонку примерно на 10-15 минут. Пока будет мариноваться лук, мы приготовим остальные продукты. Берем одно отваренное куриное филе, и его нам нужно будет разделить на волокна. Чтобы волокна куриного филе в салате не были слишком большими, я его разрезал вот таким вот образом на 3 кусочка, а затем разрываем все кусками вот так вот на волокна. Собирать сегодня буду салат в обыкновенной тарелке. На дно тарелки нам нужно будет взять 2 небольшие, заранее отваренные картофелины, и их нужно будет натереть на крупной терке. Первый слой из натертой картошки хорошо выравниваем, делаем равномерный слой, и от края тарелки нужно будет отступить небольшое расстояние. Смотрите, когда вы будете собирать салат дальше, ваш салатик будет равномерно и постепенно приближаться к краю тарелки. Слой из картошки нужно будет посолить и поперчить, и накрываем вот это все сеткой из майонеза. Следующий слой мы будем делать из маринованного лука. Нужно будет сделать так, чтобы убрать полностью всю жидкость, в которой мы его мариновали. Ну а после выравнивания слоя из лука накрываем его небольшой сеткой из майонеза. Следующий слой мы будем делать из куриного филе. Наверх отправляем полностью все филе, которое вы заготовили, и старайтесь его распределить так, чтобы он уже немножко залазил на слой с картошкой, так сказать, уже расширивался в диаметре. Этот слой красиво и равномерно выровняйте. Лучше всего это делать вилкой. Слой из курицы нужно будет немножко поперчить и сделать сетку из майонеза. Сетку из майонеза делайте вот такими вот волнами, чтобы майонез полностью хорошо покрывал края салата, чтобы следующие слои нам держались на этих краях, а не сползали. На следующий слой мы будем использовать отваренные куриные яйца. Нужно их будет 3 штуки, и натираем их вот так вот прямо в тарелку на верхушку салата на крупную терку. Натертые яйца стараемся вилкой равномерно распределить полностью по всему салату, так чтобы равномерный слой получился и вверху, и по краям. Слой из яиц нужно будет посолить и поперчить, и опять-таки волнистыми движениями делаем сетку из майонеза. Ну и следующий слой у нас будет самый вкусный и самый воздушный. Берем пекинскую капусту, отрезаем от нее примерно 1/3 часть, и вот эту самую мягкую воздушную нужно будет постараться хорошо измельчить. Измельченную капусту опять отправляем на верхушку салата и на края, на бока. И опять-таки нужно сделать так, чтобы он уже увеличился в диаметре. Так как я сказал в начале видео, он будет двигаться к краю тарелки. Вилкой аккуратно этот слой выравнивайте, делайте его равномерным, но не трамбуйте. Этот слой должен быть как можно воздушнее. Слой из капусты нужно будет посолить и поперчить. Этот слой из капусты также нужно будет накрыть сеткой из майонеза. Точно так же делайте ее волнами. Ну и на последний слой нам понадобится небольшой кусок твердого сыра. Его натираем на мелкой терке. Этот слой у нас тоже должен быть слишком воздушным, так что распределяем натертый твердый сыр не спеша, вот так вот равномерно, чтобы он покрыл полностью всю капусту. Сыр нужно будет вилкой тоже вот так вот красиво распределить, и вы уже будете чувствовать, что ваш салат как будто бы уже похож на пух. Далее салату нужно будет дать хотя бы час настояться, но непосредственно перед подачей его нужно будет украсить. Чтобы верхушка салата не была нам слишком сухой, я буду делать такую же сетку из майонеза. По кругу салата я сделаю такую как будто бы корону из мелко нарезанного укропа. Ну что ж, друзья, на этом приготовление салата подошло к концу. Салат получился вот таким вот красивым, воздушным, очень-очень вкусным. Я уверяю, что если ваши гости его попробуют, обязательно попросят добавки, а уходя домой, обязательно у вас попросят рецептик. А теперь второй, очень необычный и нереально вкусный салат Тайсон. Он как никогда подойдет на новогодний стол. Почему такое название у этого салата? Потому что здесь очень необычные продукты. И я уверен, очень многим зрителям это очень сильно не понравится. Но прежде нежели писать отзыв, что это вам не подходит, просто сделайте половину порции, попробуйте, и я уверен, ваше мнение изменится на 180 градусов.
Берем одну половинку куриной грудки, ее нужно будет отварить любым удобным для вас способом с любимыми вашими специями. Ну а далее уже отваренную грудку нужно будет постараться нарезать на кубики средних размеров. Нарезайте полностью все, что вы сварили. Нарезанное мясо отправляем в отдельную глубокую тарелку. Затем нам понадобится консервированный ананас. Смотрите, они у меня вот такими вот большими кусочками. Их нужно будет разрезать на меньшие, так чтобы они были похожи на кубики, которые вы нарезали курицу. Такими вот большими кусками ананас оставлять не стоит. Ну и полностью все нарезанные ананасы мы отправляем в глубокую тарелку к мясу курицы. Следующее, что для этого салата нам нужно будет нарезать на кубики, это одно яблоко средних размеров. Смотрите, яблоко у вас должно быть сладким. Если хотите, можете очистить кожуру. Но так как яблоко у меня домашнее, и я уверен, что оно не обрабатывалось никакой химией, кожуру я не очищаю, потому что в ней очень много полезных витаминов. Ну и как я уже сказал, яблоко нужно будет нарезать на кубики примерно таких же размеров, как вы нарезали ананас и курицу. Его мы тоже отправляем в тарелку к остальным продуктам. После яблока берем 2 куриных яйца, отваренных вкрутую, и тоже их нарезаем на кубики. Не старайтесь яйца измельчить слишком мелко. Их мы также будем отправлять в общую тарелку. Последний продукт, который мы будем добавлять, это будет пол-банки консервированной кукурузы. Затем все, что есть в тарелке, нужно хотя бы немного перемешать. После перемешивания салат нужно будет обязательно посолить. И в самом конце заправляем все майонезом. Сколько добавлять майонезу, решать только вам. Ну а после майонеза я решил, что этот салат нужно еще немного поперчить. Перец добавлять не обязательно, а вот соль добавляйте по своему вкусу. Берем ложку, окончательно полностью все хорошо перемешиваем, раскладываем по салатничках, можно украсить по своему желанию и смело подавать к столу. Вот такая вот необычная красота у меня сегодня получилась. А сейчас просто очень вкуснющий салат, который стоит приготовить на каждый праздник, который вы будете праздновать у себя дома. Сам салат очень легкий в приготовлении, а все продукты очень-очень хорошо сбалансированы. А получается так вкусно, что перед ним трудно устоять. И самое главное, его точно будут искать на любом праздничном столе. Первое, что нам понадобится для приготовления такого вкусного салата, это пекинская капуста. Ее нужно будет нарезать небольшими кубиками. Лучше всего использовать саму верхушку капусты, потому что она там самая вкусная и самая воздушная. После того, как вы нарезали вот такое количество капусты, ее нужно будет немножко посолить, немножко перемешать, и я бы сказал, что даже чуть-чуть отжать. Сегодняшний салат мы будем собирать через салатное кольцо. Диаметр у меня сегодня 18 сантиметров. На дно тарелки вот так вот добавляем небольшое количество майонеза. Затем на первый слой отправляем полностью всю капусту, которую вы измельчили. Ее там должно быть не слишком много. Слой должен быть примерно до 1 сантиметра толщиной. Вилкой или ложкой делаем ровный равномерный слой. И этот слой капусты накрываем сеткой из майонеза. На следующий слой нам понадобятся крабовые палочки, 6 штук. Их нужно будет измельчить вот так вот полукольцами. Не делайте их слишком мелкими. Они должны быть средних размеров. Все нарезанные крабовые палочки отправляем на следующий слой. Равномерно их распределяем по всей поверхности и накрываем сеткой из майонеза. На следующий слой нам понадобятся заранее отваренные 3 куриных яйца вкрутую. Их нужно будет натереть на крупной терке. И после того, как вы все хорошо разровняете, слой из яиц нужно будет посолить и поперчить. Соль и перец, как всегда, добавляйте по своему вкусу. А затем этот слой накрываем сеткой из майонеза. На следующий слой нам понадобится свежий огурец. Полностью весь огурец нужно будет нарезать соломкой. Нарезанный огурец отправляем на следующий слой, хорошо его выравниваем, его нужно будет немножко посолить. Не переживайте, если огурец пустит сок, для салата это будет только лучше. Слой из огурца тоже накрываем сеткой из майонеза. На следующий слой нам понадобится 100 грамм твердого сыра, любого по вашему усмотрению, который вы больше всего любите. И его нужно будет натереть на крупной терке. Наверх на сыр делаем небольшую сетку из майонеза, и этот майонез нужно будет постараться по сыру разровнять. И последнее, что нам понадобится, это примерно 200 грамм любой красной рыбы. Ее нужно будет постараться нарезать на крупные кубики. Всю измельченную рыбу отправляем на верхушку салата, и этот слой будет использоваться в качестве украшения. Распределяем кубики из рыбы равномерным слоем. И еще верхушку нашего салата нужно будет присыпать слегка обжаренными семечками кунжута. Они придадут как и вкус, так и красоту. Салату нужно будет дать хотя бы 2 часа, чтобы он настоялся. Снимаем салатное кольцо и смело подаем к столу. Я вас уверяю, такой салатик будет самым красивым на вашем столе и самым вкусным. Попробуйте приготовить такой салат хотя бы один раз, и я уверяю вас, что этот салат станет фаворитом на вашем праздничном столе в течение нескольких лет.
И еще один салат на праздничный стол. Будь это Рождество или же Новый год, он всегда выглядит красиво и очень-очень вкусно. Ну и для начала нам понадобится одна небольшая розовая луковица. Еще у нас этот лук называют салатным. И полностью всю луковицу нарезаем на четверть кольца. Старайтесь сделать так, чтобы эти полоски были как можно тоньше. Нарезанный лук отправляем в глубокую тарелку и будем его мариновать. В тарелку к луку добавляем 2 столовые ложки сахара и 2 столовые ложки обыкновенного 9% уксуса. Затем весь лук, что есть в тарелке, нужно немножко перемешать. И только затем залить полностью весь лук крутым кипятком, так, чтобы вода покрывала полностью все, что есть в тарелке. Еще раз хорошо все перемешиваем и отставляем лук в сторонку до полного остывания. Кто-то скажет, что кипятком заливать не нужно. Я же вам скажу, что кипяток уберет полностью всю горечь из лука. Следующее, что нам понадобится, это одна морковка средних размеров и одна небольшая луковица. Лук, какой вы выберете, зависит только от вашего желания. Можно, как у меня в ролике, белый, а можно использовать точно так же розовый. Сам лук нарезаем на кубики, а морковку нужно будет натереть на мелкой терке. И лук и морковку любым удобным для вас способом нужно будет обжарить на сковородке. Ну и конечно же, после того, как вы все обжарите, их нужно будет полностью остудить. Ну а сейчас мы приступаем к сборке нашего салата. Смотрите, сегодня салат будем собирать через салатное кольцо, диаметр 18 сантиметров. На первый слой мы будем натирать на крупной терке заранее отваренные 2 картошки. И чтобы сам слой из картошки был не сухим, его нужно будет натереть вначале одну картошку, посолить, поперчить, сделать небольшую сетку из майонеза. И только затем натереть вторую картошку. Эту картошку тоже нужно будет посолить и поперчить и накрыть сеткой из майонеза. На второй слой мы будем использовать рыбные консервы. У меня сегодня сардина. Также сардину можно заменить тунцом, а вот со шпротами мне не понравилось. Полностью всю рыбу нужно достать в отдельную тарелку, жидкость использовать не нужно. В тарелку к рыбе добавляем небольшое количество майонеза и очень хорошо все нужно перемешать. Рыбу в это время нужно будет очень хорошо размять. И только затем полностью всю рыбу отправляем на следующий слой салата. Рыбу распределяем равномерным слоем, и этот слой нужно будет немножко утрамбовать. На следующий слой мы будем отправлять замаринованный лук. Из лука предварительно нужно будет убрать полностью всю жидкость. И после того, как вы лук хорошо выровняли, наверх на лук делаем сетку из майонеза. На следующий слой нам понадобится 3-4 вот таких вот маринованных огурца. Их мы натираем в отдельную тарелку на крупной терке. А затем из этих огурцов вот так вот аккуратно, немножко прижимая, удаляем лишнюю жидкость. И только затем огурцы отправляем на следующий слой салата. После выравнивания сетку из майонеза на огурцы делать не нужно, а наверх на огурцы мы отправляем уже остывшую обжаренную морковку с луком. Тоже стараемся сделать равномерный слой. Наверх на морковку делаем сетку из майонеза. Солить и перчить слой из морковки не нужно, так как мы добавляли соль и перец во время обжарки. На следующий слой нам понадобится 3 отваренных вкрутую куриных яйца. Из одного яйца достаем желток, отставляем его в сторонку, а все остальное натираем на крупной терке на следующий слой. После того, как вы яйца выровняли, этот слой нужно будет посолить и поперчить. И слой из яиц нужно будет тоже накрыть сеткой из майонеза. И на последний слой мы будем натирать 2 плавленых сырка на крупной терке. Сырки я не подмораживаю, я просто беру терку и натираю ее с 2 сторон подсолнечным маслом. И сырки никогда вам не пристанут к терке и очень легко и хорошо натрутся. Когда будете выравнивать сырки, старайтесь сделать так, чтобы этот слой был как можно воздушнее. Для украшения верхушки салата мы будем использовать натертый желток на мелкой терке, и вот так вот в хаотичном порядке его немножко можно будет распределить. Не нужно желтком заполнять полностью всю верхушку, просто вот так вот по чуть-чуть. Ну и чтобы верхушка выглядела более красиво, мы еще добавим немножко нарезанного зеленого лука, тоже очень-очень немного. Салату нужно будет дать постоять хотя бы 2 часа, затем убираем аккуратно салатное кольцо, и вот такой вот очень красивый праздничный нарядный салат у нас получается. Такой салат получается не только красивым, но и очень-очень вкусным. На любом вашем праздничном столе он займет достойное место. Если вам понравился такой салат, обязательно поставьте лайк, поделитесь роликом с друзьями, пишите в комментариях, какие вы салаты будете готовить на Новый год. Также не забудьте посмотреть еще один ролик с очень вкусным салатом на праздники. Ну а мы с вами встретимся, как всегда, в новых видео на канале Аппетитная кухня. Всем пока!